Привет! Вы сейчас думаете о вашем мужчине и спрашиваете у себя, по судьбе ли нам быть вместе. Давайте лучше спросим у карт Ленорман. Замечательный Пиксис Astounding Ленорманд. А Astounding переводится как невероятный, необычный, особенный, удивительный, который показывает всю правду. У меня сегодня фон моей скатерти очень подходит к рубашечке карт. Я очень рада. Ну что ж, будем смотреть. Я сделаю на все 36 карт расклад. Это будет расклад на судьбу, на вас и вашего мужчину. Сигнификатор госпожи – это вы. Сигнификатор господина – это он. И мы активируем карты как ваши двойники на время просмотра. Это совершенно не опасно, а наоборот, даже очень полезно, потому что таким образом вы немножко отодвигаете от себя вашу проблему, как бы ее вкладываете в карту, в этот стол. Да, это магия такая, да, это настоящая магия. И вам становится легче. Это терапия. Ленорман терапия и тоже действует как привлечение любимого. Если у вас нет любимого, здесь вы можете его привлечь именно этим раскладом. Ну или же привлекать его, если у вас какие-то трения в отношениях. Ну, по судьбе ли он вами, по судьбе ли вы ему. Все покажет расклад. Я работаю только в общем доступе, я не делаю личных прогнозов, поэтому всю свою энергию я вкладываю в общие расклады. У нас будет с вами 4 ряда по 8 карт и 4 карты судьбы в конце. Я сейчас проверю, 8 ли здесь у меня карт. Да, начинаю второй ряд. Все расскажу. Это расклад по домам, поэтому здесь 2 слоя. Один слой – это то, что вы видите, вот эти прекрасные карты, а другой – это карты по порядку. Карты по порядку – вопрос, и то, что в доме – ответ. Так работает Ленорман. Он уже вышел. Как вы видите, он замечательный. Здесь мужчина вышел, это ваш мужчина. Он двойник вашего мужчины. И поэтому это вам не надо заказывать ничего, потому что это очень правдиво. Понимаете, вы вкладываете двойника своего сюда, карты показывают все в символах, потому что подсознание вообще Вселенная не понимает слов ни на каком языке. Вы от него получите письмо. Вселенная понимает только символы. Но каждый из нас понимает символы по-своему. Поэтому перевариваться, ваше подсознание будет переваривать, digest, переваривать, да, будет каждый, кто посмотрит по-своему. А у нас с вами тайный разговор о вас и вашем мужчине. Тайный разговор о нем. Пока еще нет вашей карты. Посмотрим, где вы выйдете. Так, по судьбе ли он вам? Выходит карта судьбы сразу, да? Потому что крест – это карта судьбы. И дом. Но он вообще-то в ряду, где письмо и дом. Так что я вот уже сразу вижу, что он по судьбе быть у вас в доме. И, может быть, у вас даже будут дети, потому что дом меняется на карту ребенок. И вы с ним встретитесь. Это всадник. И он вам даст кольцо. Посмотрите, как великолепно читается Ленорман. В доме вы будете иметь один дом, у вас будут дети, у вас с ним будут встречи, и будете вы вместе, будете вы одна пара, одно целое, потому что кольцо как раз об этом, о вашем замужестве. И карта сердца. Конечно, он вас любит. Конечно же, он вас любит. Для него вы – это радость большая, потому что клевер. Он очень любит с вами разговаривать особенно. Ему очень нравится тон вашего голоса. Он вас любит. Любит он вас. Вот крест и рыбы говорят о том, что вы именно та женщина, которая имеет энергетику, которая ему передалась по роду. Вот он искал именно женщину вашей энергетики. Если мы там думаем, что мужчина там влюбляется в наш наряд, или кожаная женщина, это разные понятия. Здесь у каждого это что-то свое, да, означает. А нет, мужчина влюбляется в энергетику, и мы, женщины, тоже в энергетику влюбляемся, понимаете? А красивый наряд это бонус, это приятно, это эстетично, это приятно. И так далее. Аисты, букет. Смотрите, вы вышли в доме судьбы. Вы вышли в его судьбе, потому что в этом раскладе нет вашей карты. Но вы знаете, как классно в Ленорман, даже если в этом раскладе нет вашей карты, она в линии судьбы,
здесь есть ваш дом, дом госпожи. Если мы посчитаем карты по порядку, 28-й дом – это дом господина, вот его 28-я карта. В этой колоде нумерология играет огромную роль, потому что римские, они считывают нумерологию правильно, не так как да, вот наши, да, цифры современные. Итак, это первое. Второе. Ваша карта 29 и ваш дом 29. Если вы сначала посчитаете, то получится, что вот здесь это его дом, это дом мужчины 28 и карта рыбы. Говорит о том, что он вас любит, он вас обожает, хочет быть с вами вместе, и никуда он от вас не денется. Крест говорит по судьбе. Понимаете, когда мы делаем расклад на судьбу, карта крест приобретает новый оттенок. Она, конечно, приобретает оттенок чисто судьбы. И в самом центре расклада, в сердце расклада, крест и звезды. Звезды – это судьбы карта, и крест тоже карта судьбы. В данном случае это не кармическая карта, это карта именно судьбы. И да, он вам по судьбе, и вы ему по судьбе. А также дом с вами общий по судьбе вам как паре, и общение с ним по судьбе. Я хочу сказать, что мои расклады для всех. Если вы еще не имеете мужчину, вот будет он, да, этот расклад приблизит его к вам и сделает нужную магию для встречи. И еще нужно вам сделать какое-то усилие. Я об этом поговорю позже в процессе расклада. Итак, дом госпожи. Поскольку госпожа у нас здесь, вы в каком-то из этих 4 домов, поэтому мы смотрим, что в доме госпожи очень важно, да? Расклад никогда не оставит нас без ответов на вопросы. Итак, в вашем доме карта книга, а книга – это еще одна карта судьбы. Здесь на самом деле их 3 самые важные карты – это звезды, крест и книга. И как раз вот эти все 3 карты рядом абсолютно. Понимаете? Так что можно сказать о том, что он хочет вас считать как книгу, открыть судьбу с вами и продолжать свой род вместе с вами, потому что я вижу ребенка очень близко. У кого-то из тех, кто слушает меня, будут дети, конечно, или внуки. Это важно знать. И еще очень важно то, что он вышел именно на той линии, которая линия госпожи, то есть ваша линия, 29-я карта, вот это ваша карта, и он вышел на этой линии. Так что дом с ними, от него известие буквально будет скоро. Это прекрасно. Угу. Также, что после вас очень важно, да, мы как бы читаем ваше будущее, мы действительно читаем ваше будущее. И после вашей карты, то есть книга здесь, а это будет исцеление в отношениях, потому что здесь знак Гермеса или знак медицины. И как вы видите, фон Верховной Жрицы, да, это тоже, кстати, фон судьбы. В этих картах есть много намеков на Таро. Это очень классные, Ленорман. Так вот, именно здесь, в вашем будущем, гармоничные, потому что сад – это гармоничные перемены в жизни вместе с ним, гармоничные перемены в жизни. Аист – это гармония, конечно, и это улучшение состояния. Здесь, в этой карте аисты, намек идет на 10 чаш. Вы видите здесь радуга. И это и радуга, и дом, и поле. Точно просто рисунки Памела Смит. Здесь, в принципе, это такой интерпретация Памелы Смит. Это художница, которая нарисовала все, что задумал Артур Уэйт в своих картах Таро. Да, вы знаете, самые главные карты Таро, на которые опираются практически все модерные. Вот. И такая вещь классная, что у вас будут с ним перемены в личной жизни в сторону плюс. И букет. Он вам даст подарок. У кого какой подарок будет? У кого будет дом даже, потому что дом здесь вот все рядом, да, дом, кольцо, он даст вам как подарок кольцо, может быть, даст вам это кольцо в путешествии, это кольцо о помолвке, это кольцо, которое вы выберете, может, вместе, или это будет сюрприз. Он готовит вам какой-то большой подарок. Конечно, кольцо – это символ, а мы знаем, что в этот символ вкладывается любой подарок, а также в символ кольца вкладывает обязанность, обязательство, желание быть с вами, желание иметь контракт с вами, да? Потому что кольцо – это контракт. Как бы covenant. Есть такое слово контракт, covenant между вами и им. И это контракт любовный.
Он уже определился, он выбрал вас. У вас есть любовный контракт. И может быть так, что где-то поездка будет. Он даст вам в подарок, может быть, круиз или какую-то поездку прекрасную. Это турпоездка. Либо же вы действительно переедете. Некоторые, кто меня слышат здесь, вы переедете, вы съедете с ним жить вместе или уедете вообще в другое место где-то. Вам хочется уехать, потому что на вас было давление. Со стороны, может быть, родни его, может быть, со стороны вашей родни было давление. Знаете, завистливые глазки доброжелателей. Вы знаете, о чем идет речь, когда мы говорим завистливые глазки доброжелателей, да? Да, мы знаем, о чем там речь. Угу. Так что это все уйдет, и между вами будет любовь. Взаимопонимание и любовь. Он вышел в прекрасном положении, потому что его карта господина говорит о том, по судьбе ли он вам, и вы ли ему по судьбе. Он вышел в доме, который называется дерево. Ну, а дерево – это и есть сами корни. Он пускает корни в ваш род, вы пускаете корни в его род, ваша крона расцветает. И действительно, это судьбоносная встреча. Она уже у вас есть или будет. Что у кого, дорогие, проиграется с каждым по-всякому. Вы здесь программируете себя. Наш мозг только может сделать то для нас, да, потому что мозг руководит руками и ногами, как по пентаграмме. Пентаграмма же это хорошо. Дьявол – это перевернутая пентаграмма, когда мозг не руководит человеком. Так вот, нами мозг руководит. И мозг не может просто сделать как-нибудь или что-нибудь. Он должен вначале увидеть это. Угу. И вот в раскладе моем такая моя методика, она уникальная. Она уникальная, моя методика, совершенно, да. Я ее составила годами работы с людьми, потому что это эзотерический принцип. Мозг может сделать только то, что мы ему дадим, задание. И мы даем здесь задание символически понять, потому что вот такой подсознательный мозг понимает только символику. Символически понять, что нужно сделать, чтобы все получилось как нужно. Он в доме дерева. Он очень умный человек. С ним рядом тотемные животные, змея и медведь. И он смотрит на карту медведь. Он станет, наконец, мужчиной. Сделает мужской шаг, мужской поступок. Да, может быть, он хмурится, как мужчина, потому что медведь в доме тучи. Может быть, он хмурится, как мужчина. Но он хмурится, потому что он серьезный. Он хочет быть серьезным, он хочет сделать серьезный шаг. И он его сделает, конечно, в сторону вас, поскольку он на вашей линии, вообще в центре расклада он. Но змея говорит о его потенциале мужском и, конечно, о его уме. Говорит о его уме. И он сейчас думает, как сделать так, чтобы дом у вас был полная чаша. Он ищет пути, он вообще человек находчивый. И если вы до сих пор не видели эту черту в нем, это не значит, этой черты не было. Это значит, ваши глаза не могли это увидеть. Они еще не умели это увидеть. Этот расклад раскроет вам глаза на правду. И вы сможете увидеть в нем это чудесное, талантливое такое, да, воплощение, когда он действительно возьмет все в свои руки и сделает нужный шаг. Он приобретет, может быть, дом для вас, или украсит этот дом, или, наконец, отремонтирует этот дом, построит. Потому что змея вместе с домом, он построит дом. Но я же вижу другие карты тоже в Синастре. Это не так, как вы думаете. Я просто здесь не урок делаю, поэтому не буду вам все тонкости рассказывать. Я примерно только немного рассказываю вам техники, да, которую я здесь делаю. А у меня идет сейчас процесс того, что я эту технику всю собираю воедино, чтобы предсказание сделать серьезное, правдивое. Карты – это 100% правда. Потому что карты правдивые. Очень приятно это все увидеть. Он строит защиту. Он строит защиту, потому что карта «Дом в доме гора». Он строит для вас защиту. Он строит мощную защиту. Здесь цепочка получается. Гора у нас в змее, и змея буквально у него за плечами. Это в доме дом. И вот заканчивается такая цепочка, закругляется, как кольцо получается, одно целое, и говорит о том, что он сейчас работает над тем, чтобы ваши отношения перешли на новый уровень.
чтобы они закрепились по кольцу, чтобы они стали верными, честными, правдивыми, благородными. Вы знаете, я бы этого всего не сказала, если бы у него в доме не было карты рыбы. А, конечно, карта рыбы говорит о том, что он вас любит. Он вас абсолютно любит. И разговоры теперь к вам будут только любовные. И если от книги, это ваш дом, кстати, вы уже слышали это, да, от меня, в эту сторону идет ваша судьба, так вот от карты в рыбы, то есть это его дом господина, идут карты судьбы в его сторону. И здесь я вижу любовное с вами общение птицы, клевер и сердце. Его сердце пылает любовью к вам. Вы спросите меня, ну как ты это все видишь, дорогие мои? Но если там кто-то есть, Фома, неверующие такие бывают, возьмите у меня курс Ленорман, и вы увидите, как я это все вижу. Не могу же я здесь доказывать, да, это. Ну ладно, в этом случае скажу два слова. Дорогие мои, вот сердце – это его любовь, да, естественно, сердце красное, да, любовь. Вы знаете, что это за дом? Это дом, который называется кольцо. Понимаете, да? А где кольцо вы видите? Вы спросите меня, а что это за дом? Но это дом сердца. Очень легко посчитать. Потому что сердце – это 24-й дом, даже написано на карте. Если вы сначала посчитаете, вы увидите, что кольцо в 24-м доме. Они поменялись местами. Это всегда в раскладах место силы. Когда меняются дома местами. То есть, на самом деле, в доме сердца, в 24-м доме кольцо, а кольцо, в доме кольца сердце. Понимаете, да? То есть, его сердце пылает любовью. И он видит только вас, как тем человеком, с которым он хочет быть, навсегда хочет быть, и мчится к вам на свидание. Это очень тоже актуально для девочек дорогих, кто ищет себе любовь, кто ищет мужчину. Вот этот расклад, он уже просто готовит все для вас. А вам нужно сделать шаг, естественно, не один, чтобы найти его, конечно. Нужно сесть на лошадь, то есть активной быть. Угу. Если вы поссорились, здесь несомненный мир. Он в дереве, а дерево – это спокойное отношение к жизни. Угу. Прекрасно. Если вы поссорились, вы, несомненно, помиритесь здесь. Если отношения в тупике, я здесь вижу, что есть продолжение обязательно. И знаете, тоже смысл в ваших отношениях заключается здесь очень так мудро. Якорь в доме, который называется клевер. А клевер, смотрите, по этой линии. Вот здесь вам дается такая подсказка очень тонкая, как добиться с ним стабильных отношений, что для этого нужно сделать. Вот именно доверие, да, такое, когда мы наивны. Я вижу, у некоторых пар были отношения, основанные на иронии, самокопании, иронии, или же, вот знаете, как воплощаем, как родители наши жили. Или они как нас запрограммировали. Теперь это все уходит, потому что расклад магически убирает эту негативную программу. Собака говорит об отношениях наивных, простых. Только такие отношения могут жить на самом деле. Да? Наивные, простые, стабильные отношения. И это новый путь для вас, потому что тотемное животное лиса говорит о новом пути. Лиса в собаке, заметьте, а собака прямо сверху. Поэтому я это все вам рассказала таким образом. И клевер внизу. То есть вот такое простое. Клевер – это простое, наивное, простое отношение друг к другу, когда вообще нет претензий. Угу. Ну, потому что на претензиях ничего не построишь. Это цепочка. Одна претензия цепляется за другую, и когда мы идем по претензиям, мы выполняем роль негативную или родовую, или же роль родительскую, да. Этот расклад вот негатив убирает, эти родительские роли просто как бы снимает с вас, снимает вот это все, да. Почему это все рассказываю? Ну, давайте немножко поговорим об этом, конечно. Гроб, вот эта карта гроб, она находится в доме плетки. Вот эти ссоры, они идут в гроб, то есть уходят, да, это вот такое исцеление, потому что гроб здесь карта лекарства.
такое исцеление. Все плетки, все скандалы, вот вся эта претензия, которая у него была к вам, она уходит в гроб, уходит. Вот нет больше. Это первое. Второе. Гроб, конечно, он показывает ваших предков. Поэтому я говорю, что плетки, эти ссоры все, они не зависят ни от вас, ни от него. Если он ссорился, это его черта характера. Если он молчал так долго, это его черта характера. Мы, девочки, обижаемся, думаем, это связано с нами. Нет, просто люди так себя ведут, потому что черта характера. И сейчас вы понимаете, что эту черту характера он унаследовал через поколение. Ничего с этим не сделаешь, но ее можно смягчить. И теперь он будет больше общаться по карте птицы. Правда ведь, смотрите, да? Крысы съедят этот гроб, он будет больше общаться. Любовное, радостное общение. Светлые такие карты здесь, да? Вот вся его линия, очень-очень светлые карты. Они прекрасно вот исцеляют его от этого всего, конечно. Угу. Начало расклада Луна. Луна – это переживание ваше, да? Расклад сразу показывает, окей, в каком состоянии находятся мои слушатели. В состоянии переживания. И это понятно, конечно. В состоянии переживания вы находитесь. Что с этим делать? Может показать диагональ от Луны или же ход коня, да? Ход коня показывает, не будет больше переживаний, потому что гроб убирает переживания. А линия диагонали ведет вас к чувствам. И каким-то действием переживания как бы съедаются этими крысами. И расцветает любовь, потому что все идет в его дом. Расцветает любовь где? В доме. Прекрасные отношения и перемены в доме в лучшую сторону с аистами. И ваша любовь будет просто расцветать. Потому что здесь у вас букет. Сейчас я буду брать эти карты, и я их не знаю, какие они, конечно, где какая, я буду их перемешивать. Это линия судьбы для вас, для двоих. И вы где-то здесь есть сами. Нам интересно, в каком же вы будете доме, да, и тогда мы будем считать расклад относительно того, в каком вы будете в доме. Так, девочки и мальчики. Кстати, мальчики, все наоборот сделайте, да, вас это тоже касается. Даже если ваши мальчики расклад не смотрят, все равно он на них будет влиять. По законам квантовой механики, если кто знает, частицы одного целого всегда друг на друга влияют, а вы частицы с ним одного целого, поскольку вы его любите, и он вас тоже. Итак, все, я готова. И дом-ключ. Ого, как хорошо. Это лилии, дорогие мои. Это лилии. Это верное его отношение. Что самое главное у вас в паре? Это верное его к вам отношение. Верные, преданные отношения его к вам. Очень хорошо. То есть в ваших отношениях, как я уже раньше говорила, главное вот такая, знаете, простая, святая преданность. Потому что лилия – это карта святая. Как вот Дева Мария, она с лилиями, да, это святость в отношениях. Чистое белое намерение. То есть, так, знаете, без предвзятого отношения. Не укусить друг друга, а так сказать, сегодня кусать не хочу. Вот он так больше кусать вас не будет, это точно. Дальше рыбы. Вы вышли, ура! Но здесь все понятно. Без слов, правда, девочки дорогие и мальчики? Потому что рыбы в его доме. Рыбы в доме господина. А вы вышли в доме, который называется рыбы. Потому что 4 последних дома – это ключ, рыбы, якорь и крест. Да? Это конец расклада, обычно линия судьбы. Вы вышли в доме, который называется рыбы, вот в этом доме. Угу. Вы вышли в доме рыбы. 3-4 карта. Если мы посчитаем, это номер 3-4. И вы вышли в рыбах. То есть он вас любит. Рыбы в его доме. Вы понимаете, какая здесь цепочка? Я так обожаю Ленорман, потому что это как будто я какой-то адвокат, какой-то небесный адвокат, который просто говорит то, что видит, то, что есть, то, что... Вот я как бы училась в адвокатуре, там не знаю, как они где учатся, но у меня вообще невестка адвокат. Я знаю, конечно, какой-то трудный путь пройти, учиться на адвоката. Ну, а здесь я просто кайфую. Естественно, научиться картам нелегко, но я просто кайфую, потому что я обожаю. Обожаю это дело. И смотрите, в его доме рыбы, вперед, так, точка, да, он любит вас, все.
Потому что рыба – это любовь. Вы вышли в доме, который называется рыбой, и образуется цепочка любви. Так что кого он любит? Я спрошу, кого он любит? Он любит вас. Девочки, если я сказала там что-то о себе немножко, да, но я вообще-то блогер, это не реклама моих услуг, потому что я лично не принимаю. Поэтому если я свой пример привожу, это просто как бы, ну, чтобы немножко понять лучше карты, да, и все. Так что не обижайтесь, кто там, не знаю. Anyhow, давайте дальше идти. У нас еще 2 дома. Якорь. Ну, давайте эту. Якорь. Карта башня. Вот смотрите, а работа это для вас всех обоих очень важна. И он, и вы должны реализоваться. Вот если вы сейчас думаете, для вас самое главное отношение, вы должны знать, нет, не отношения, а для вас работа главная, потому что он у вас уже в кармане, как мужчина. Вообще в чувствах его вы уверены, да? Рыбы в его доме, а вы в рыбах. Но он любит только вас. Вы смотрите на карту лилии, ведь важно тоже, куда вы смотрите, куда он смотрит, да? Он смотрит на карту медведь, он хочет быть вашим медведем, только для вас жить, только для вас дышать, только вас защищать. А вы смотрите на карту лилии. Вы такая нежная, да? Нежная, благоухающая лилия для него. И это точно, потому что букет вот здесь, это его к вам чувство, красота ваша его покоряет. В доме Луна, а сама Луна начинает расклад. То есть ваша вот эта женственность, Луна же тоже женственность, да? Эта женственность его покоряет. Он обожает вас за эту женственность, просто обожает. И он у вас в кармане. Вы не должны сейчас переживать о нем. Вы зря тратите свою энергию. Расклад все сделал, все показал, все в порядке. Что вам нужно, это думать о работе, потому что вам нужно реализоваться, да? Он тоже окружен картами тотемных животных, говорит о продвижении себя и вас. Вы такая power couple, вы такие сильные оба, вы будете очень богаты. И он, и вы будете очень реализованы в профессии. Вы еще этого о себе не знаете, даже если вам 70. Не говорите мне. Вот в Японии была женщина, она, по-моему, жила в середине 20 века. Она ученица была, вышла на пенсию, но она очень хотела рисовать всю жизнь. И начала рисовать картины. К 90 годам она стала самая знаменитая художница Японии. Понимаете, о чем я говорю, да? Реализоваться – это не значит, что вы только молоды. Любой возраст реализоваться вам нужно в профессии. Учитесь Ленорман, если хотите. Ну, это я так к слову сказала. Крест. Что вам по судьбе? Вы поняли, да? Вот чем обожаю Ленорман, здесь не нужны слова. Солнце, все. Все понятно, без слов. Я сейчас попробую сделать крупным планом, потому что это ваша карта оберег. И здесь можно сделать скриншот или посмотреть, они же впитаются в ваших двойников, понимаете? Эти карты можно оставить себе на память, чтобы вы знали, где вы были, а вы были здесь у меня в гостях сегодня. Эти карты сама Вселенная для вас выбрала. Потому что они соответствуют настроению вашей души, это точно. Ваши желания здесь будут сбываться. Просто пусть впитаются эти карты ваших двойников. Здесь вы свободны. И здесь вот эти все иконы, это зрительные иконы, это все символы, очень суть магические. Это то, что уже вы знаете, вы уже там были раньше. Они уже есть в вашем подсознании. Это место вашего отдыха. Это место вашего отдыха, вашего счастья. Почувствуйте ваши шаги друг к другу. Эти шаги, которые вы сейчас сделаете по направлению друг к другу, сделают вас счастливыми. Подумайте сейчас о том, что важно для вас, чего вы действительно хотите. Карта Солнца скажет, что вам по судьбе быть счастливой с ним. Карта Лилия скажет, что у вас с ним верная любовь. И карта Башня скажет, что вы еще и будете богаты и реализуетесь в профессии. Поскольку этот расклад на судьбу, он не только показывает отношения, он показывает все-все касательно вас и вашей пары. Ну а теперь это все можно взять с собой
И сюда можно всегда вернуться. Мы разложим карты вновь, разложим вашу судьбу, все по своим местам. И это, конечно же, вся конкретная правда. Сейчас я сделаю расклад поменьше, вернее, экран поменьше, чтобы расклад было видно, потому что я закончила расклад. Да будет так во веки вечные. Аминь. Он у нас сегодня такой получился душевный. Очень рада. У меня всегда душевные расклады. Карты со мной работают таким образом. Сейчас я буду собирать расклад, я буду литургически. В эту коробочку назад вкладывать. Пока я буду расклад собирать литургически, я просто сделаю оберег, чтобы вы смотрели на него, да, дом, кольцо, и вы с ним вдвоем. Смотрите вы друг на друга здесь, вот так. И пока я собирать буду, я хочу сказать, что мои видео имеют монетизацию. Спасибо всем за понимание. Я это делаю не для денег, а для того, чтобы себя защитить свою карму. Все знают, что нельзя раскладывать бесконечно карты бесплатно. А я раскладываю, делаю много раскладов. Каждый день по 2-3 расклада. И выставляю их в общий просмотр. То есть бесплатно для вас. Но кто-то же должен оплачивать эту мою работу, да, чтобы я себя предохранила, свою карму. Потому что раскладывать карты нельзя именно предсказателю, прежде всего, да, чтобы он свою карму предохранял. Поэтому я это делаю. То есть я собираю, оберег тоже, заканчиваю. У меня можно научиться читать Ленорман. Есть 12 курсов очень интересных. Можно у меня получить чистки. И можно сделать донат на моем сайте. Сделать донат – это поддержать мою работу. Если вы зайдете на сайт, там будет кнопочка «Донировать». Туда можно донировать $1 или 2, как кому в кайф. И не накладно. Мне главное, чтобы это было вам не накладно. Знаете, когда мы покупаем себе еду в ресторане, мы же не идем в тот ресторан, который мы не можем себе позволить, а тот, который нам по карману. Поэтому, пожалуйста, если есть желание донировать, то, что вам по карману, не больше. Пожалуйста, не нужно больше. И рядом есть кнопочка «Посмотреть эксклюзивную чистку» для вас. Это может быть ангельская терапия. Я меняю их. Помощь вам. Эксклюзивный просмотр. Может быть, чистка вашего рода, открытие дорог на деньги, на любовь. Такое все. Для вашего удовольствия, счастья и тоже для вашего исцеления. А сейчас я закончила. Всех жду с нетерпением в следующий раз в мой эзотерический дом. Подписывайтесь, если хотите узнать дорогу в мой эзотерический дом. Так работает вообще на YouTube все, да? Я к вам прихожу, когда делаю для вас расклады, кстати. А вы ко мне приходите, когда подписаны. И тогда между нами происходит эзотерическая дружба. Так что будет для вас здорово в этом плане. Всем добра, всем любви и всем счастья. Пока-пока.